Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами очередной сюжет, который мы записываем в мае месяце в режиме самоизоляции. Начинаем мы с вами уже от известного вам места, это Котельническая набережная. Я прилагаю отдельный сюжет, в котором мы с вами в том же режиме самоизоляции, проехав через центр города, записали его. Добрались мы до этого прекрасного места, посмотрев на город, ну и в правом верхнем углу ссылка. Сама набережная, по которой мы с вами движемся, располагается на левом берегу Москва-реки, которая после Устинского моста уже переходит в Москворецкую набережную, ну и далее в Кремлевскую. Но мы в этом сюжете туда не поедем, мы свернем с вами на Бульварное кольцо. Жилой дом «Высотка» на Котельнической набережной появилась. Это фактически символ ушедшей эпохи. Его строительство было запланировано согласно единому градостроительному плану еще в 1947 году. 8 таких же зданий примерно должны были стать доминантами нового архитектурного облика Москвы. Ну и закладка всех 8 состоялась в один и тот же день. Это был день 800-летнего юбилея Москвы. Но зданий было построено всего лишь только 7. Из-за отмены строительства Дворца Советов, это самое большое было здание, вот оно как раз 8-е и не было построено, которое должно быть в Зарядье. Итак, мы с вами свернули на Подгорскую набережную реки Яуза. Она у нас по левую руку от нашего движения. Уходим мы на Астаховский мост налево. И выйдем мы на Яузскую улицу, которая выведет нас на Бульварное кольцо. На канале есть также один из сюжетов по Бульварному кольцу. Там есть краткая информация по каждому бульвару. Ну и давайте начнем. Бульварное кольцо — это главный городской променад. Это непрерывная последовательность из 10 бульваров и 13 площадей. Она опоясывает практически исторический город центра. Ну и будучи одним из традиционных колец Москвы, в действительности оно имеет форму подковы и не замкнуто. То есть начинается она также вот от Москва-реки, откуда мы с вами начали записывать этот сюжет, ну и также где-то примерно у храма Христа Спасителя, также на набережной заканчивается. То есть это идеальное место для свиданий, каких-то фотовыставок, досуга, каких-то прогулок. В общем, одним словом, зеленая пешеходная зона, которая когда-то была мощным оборонительным сооружением. Все это Бульварное кольцо. Я давно хотел сделать несколько сюжетов, которые разобью на каждый бульвар и выложу также у себя в дальнейшем на канале. Пока есть один из таких. Это у нас бульвар Чистопрудный, и я прилагаю в правом верхнем углу одну из таких прогулок, и у вас будет есть возможность прогуляться по нему и посмотреть, что его окружает. Переходите по ссылке в правом углу и посмотрите, как выглядит один из таких. Я думаю, что лишним это не будет. У нас с вами огромная библиотека разных записанных прогулок, поездок на канале. Ссылку всех сюжетов я прилагаю в описании этого видео, но также в закрепленном комментарии есть она. Это удобная навигация, по которой вы можете перейти и посмотреть, что происходит. Да, город безлюдный, обстановка не похожа на суету мегаполиса, но я думаю, что в скором будущем все наладится, распустится до конца листва, она только набирает свои обороты, и мы, естественно, с вами запишем очередной сюжет, очередную прогулку по городу, ну и также дополним нашу библиотеку прогулками пешими по этому прекрасному месту, по Бульварному кольцу. Ну и чтобы скучно не было, потому что мне кажется, что все-таки надо как-то выходить и подталкивать этот режим, я думаю, что мы с вами поступим чуть иначе. У вас уже есть некое представление, как разделены эти бульвары. И вот как раз появился Чистопрудный бульвар. И давайте сделаем так. Давайте прогоним эту грусть и тоску и сделаем сюжет чуть более ритмичный. Я думаю, вы меня в этой идее поддержите. Театр «Современник»
И вот прям, наверное, с этого места начнем чуть более интенсивные движения и выход из этого грустного состояния. Итак, вперед!